Меняются и время, и мечты. Меняются, как время представления. Изменчивы под солнцем все явления, и мир всечасно видишь новым ты. Во всем и всюду новые черты, но для надежды нет осуществления. От счастья остается сожаление, от горя только чувство пустоты. Уйдет зима, уйдут снега и холод, и мир весной, как прежде, станет молод. Но есть закон, все обратится в тлен. Само веселье слез не уничтожит, и страшно то, что час пробьет, быть может, когда не станет в мире перемен. Всем привет, дорогие друзья! Мы начинаем наше новое прохождение игры под названием Тургор. Тургор — это у нас вторая игра от полюбившихся нам разработчиков Icepeak Lodge. Первая, я напоминаю, что была у нас Морутопия, и в ней они продолжают свои идеи артхауса. Если же в Морутопии у нас, знаете, был такой более литературный артхаус, то здесь разработчики решили углубиться в живопись. То есть выражение чувств, эмоций, действий игрока с помощью жестов и цвета. Как и Морутопия, эта игра сделана в жанре survival, то есть выживание. Я уже вам, друзья, не раз рассказывал об этом жанре. Я считаю то, что многие неправильно понимают этот жанр, то есть что вы представляете, когда я говорю выживание. То есть, скорее всего, это куча зомби, вы бегаете и пытаетесь выжить как-то в этом мирке. Но самого главного, чего нету в таких играх, это идейного смысла и философии. То есть не подразумевается, что такое жизнь и смерть, об этом никто не думает. Главное просто бегать, убивать зомби и как-то сохранить себя в целости и сохранности. Но вот этой философии, глубинного смысла вот таким вот играм не хватает. Поэтому я на самом деле не отношу их к истинному жанру survival. Прохождение наше будет, друзья, по большей части обученческое в начале. Я знаю то, что многие пытаются всегда начать эту игру, но очень быстро ее бросают. Это ничего, совершенно ничего, друзья. Потому что лично я сам бросал ее раза 3-4. То есть первые разы, когда я начинал, я ее бросал просто. Ну, это больше связано не с пониманием. На самом деле игра несложная в качестве понимания. Вообще не сложнее, чем Морутопия. В Морутопии гораздо больше проблем, которые были подняты и над которыми стоит подумать. В этой игре их чуть поменьше. И даже геймплейно она понятна, но вначале она такая, знаете, довольно скучная, мне казалось. То есть первую главу я просто собирал цвет, выращивал его, и это получалось такой, знаете, грустный симулятор фермы, и я бросал игру. Но главное, друзья, подождать, потому что вот с приходом братьев начинается вот это все взаимодействие. То есть вы, братья, сестры, и вот этот цвет, который соединяет вот все ваши взаимоотношения. Вот тогда начинается действительно интересно, то есть нам начинают рассказывать историю данного мира, что здесь вообще происходит, и вот весь интерес тогда и просыпается у меня. Возможно, я не столь художник, сколько вот любитель именно текстовых частей игры, но ладно. Ладно, так и быть. Играть мы будем, друзья, в оригинальный Тургор. Я думаю, что многие знают, есть две версии данной игры. Одна из них Тургор, а другая это Тургор Голос Цвета. Этакая режиссерская версия. Но пока что мы о них, конечно же, говорить не будем, потому что многие из вас не поймут тогда, о чем речь, да и время как-то занимать неохота. Мы поговорим о них во время моего прохождения, и вы узнаете, почему именно я выбрал оригинальный Тургор, а не Тургор Голос Цвета. То есть там есть свои плюсы и минусы везде. Я попробую рассмотреть все это подробно. Также я, конечно же, кроме обучения, буду подчеркивать вот эту философскую часть игры. Возможно, мы не сможем, я не смогу вам передать весь смысл философии, потому что я, конечно же, тоже до этого не слишком-то и дорос. Но то, что я понял, то, что мне как кажется, я смогу вам рассказать и передать в этой игре. Что ж, давайте начнем новую игру. Очень классно сделано меню такое. И здесь есть выбор, то есть можно либо пропустить обучение, либо не пропускать. На самом деле обучение довольно полное, и можно очень многое понять из него. Но я бы не хотел его смотреть, потому что потом я все равно буду сам все это объяснять. Ну и 2 раза вам, я думаю, слушать будет ни к чему. Хотя обучение довольно, друзья, понятное. Но даже если мы нажмем сейчас «да», на нас все равно вывалит очень много информации, которую, возможно, не все поймут. Ну ладно, друзья, слушайте.
Потом я постараюсь все в подробностях вам объяснить. Это предсмертная пустыня. Кажется, где-то под землей, но не глубоко. Вокруг нее пустота. Здесь безраздельно правит голод, невыносимый голод. Здесь так мучительно, холодно, пусто, страшно, бессмысленно. Оглянись и увидишь, все здесь такое слабое, оцепеневшее, стынущее, увядающее. Нам открыта только одна запретная радость. Это цвет. Цвет теплый, живой. Цвет — это и есть жизнь, но его слишком мало. Жить в этом промежутке невозможно. Нам уже ничто не поможет. Попытайся как можно скорее покинуть это место мертвых. Я научила тебя поддерживать свои силы и даже приумножать их. Теперь умоляю тебя, попробуй накопить сил, пробить свод и вырваться отсюда. Наверх. Слушай, там наверху над нами нет этой смертной пустоты. Там тепло и светло. Там бурлит жизнь, полная, подлинная, цветная. У тебя получится. Спеши туда. Дорог каждый миг. Еще можно успеть. Пока еще есть надежда. Пока еще появляются новые капли цвета. Это будет продолжаться недолго, потому что мы гибнем. А ты будешь жить. Чтобы прорваться наверх, тебе придется наполниться цветом. Посмотри, так выглядит знак, открывающий новое сердце. Их можно найти везде. Они бывают в нетронутых покоях. Они есть у сестер. Ты можешь раскрыть их даже случайно. Раскрой в себе все возможные сердца, мой милый. Откроешь достаточно сердец, сможешь до предела наполниться цветом. Наполнившись до предела, достигнешь Тургора и прорвешься наверх. Теперь послушай меня. Только не возражай. Я уже решила. Сейчас я отдам тебе свой цвет. Не бойся за меня. Вот увидишь, я не умру прежде своего срока. Я дождусь твоего прорыва. Тебе придется много потратить, а у меня иногда прибавляется понемногу. Вот, возьми, прорасти его. Этого хватит на подарок к ключу. Ну, это, собственно, друзья, как выглядит наш персонаж. И первая наша сестра отдает нам весь свой цвет, оставшийся у нее, нашему герою. В поисках сердец тебе придется обойти весь промежуток, а значит, пройти сквозь ключи. В каждом ключе прикована сестра. Они обессилены голодом и не смогут сразу открыть свои ключи. Но цвет творит чудеса. Наполнишь сестру цветом, и она пропустит тебя. Теперь иди, обо мне не думай. Осмотри мой островок и забери весь цвет, какой сумеешь найти. Потом войди в воду, дойди до границы покоя и окажешься в промежутке. Там я расскажу тебе, что делать дальше. Ну вот, друзья, нам рассказали очень-очень много всего. И, скорее всего, эта вся информация, друзья, больше относится уже к концу игры, то есть как достичь финала непосредственно игры. Давайте по порядку, то есть можно, в принципе, забыть о том, что она говорила. Если вы что-то не поняли, сейчас мы начнем все заново, друзья, наше обучение. Итак, в данный момент, друзья, где мы находимся? Мы находимся в покоях, ух ты, у одной сестры. Я случайно упал. Вот так вот у нее выглядит покой, и разговаривали мы только что с нашей первой сестрой. Она нас выходила, она дала нам пару сердец. Сейчас мы посмотрим, что это такое.
Она сказала то, что мы можем сейчас походить по ее покоям, пособирать немножечко цвета, который здесь остался. Цвет, друзья, выглядит у нас вот так, вот такими вот ростками. Давайте посмотрим, что будет, если мы его будем собирать. Заглянем к нашему персонажу, друзья. Вот так вот выглядит наш персонаж, как вы уже видели. И здесь очень много путаницы у многих игроков начинается. Здесь есть очень много всего на этом экране. Первое, вы можете заметить справа вот эту вот панельку, она называется, друзья, память. К сожалению, она очень маленькая, потому что я снимаю в 1080, поэтому цифр будет очень плохо видно. Это ваш, друзья, фактически инвентарь. Всего в игре существует 7 цветов. Это вот серебро, янтарь, пурпур, лазурь, сирень, изумруд и золото. Сюда вы собираете весь цвет, который находите в промежутке. То есть, допустим, мы видим сейчас вот росток с янтарем, собираем его и помещаем в колбу с янтарем. Сейчас у нас 16 из 124. Вот сюда вы будете помещать весь цвет. Со временем вы сможете собирать гораздо больше цвета, когда у вас будет гораздо больше сердец. А теперь посмотрим налево, друзья. Это у нас называется палитрой. С помощью этого цвета вы можете рисовать в мире. То есть отсюда вы брать цвет не можете. Вы можете брать его только отсюда и рисовать только им. Как цвет попадает отсюда сюда? Для этого у нас есть наш персонаж, друзья. И вот те самые сердца, о которых так много уже говорили. Для начала мы всегда наполняем нашего персонажа цветом. То есть берем вот этот цвет из колб и наполняем, допустим, наше сердце. Вот оно наполнено у нас. Сейчас у нас всего 2 сердца находятся у персонажа. Давайте посмотрим на вот это сердце, которое у нас наполнено лазурью. Оно немножко отличается от вот этого. У него есть вот такие вот, друзья, ростки. Эти ростки называются нервой. А нерва прорастает не здесь, не в покоях, она прорастает в промежутке. Потом вы на это посмотрите. То есть со временем она всегда будет у вас прорастать из сердца. А из сердца всегда будет у вас уходить свет. Вот как раз таки вот эту самую нерву, вот эти ростки мы и собираем себе в палитру вот сюда. То есть мы ее зажимаем и выкачиваем вот таким образом цвет. И он автоматически у нас переходит вот сюда, друзья. То есть как бы наш персонаж это такой небольшой, знаете, завод по переработке цвета. То есть мы берем отсюда, заполняем сердце, со временем сердце прорастает, мы заполняем сюда. Вот такая вот система. И с помощью этого цвета мы уже можем взаимодействовать в мире, рисовать и так далее. Но здесь есть, друзья, еще другая иконка у нас, нашего персонажа. Это вот здесь вот внизу. Вот этот вот, как бы это назвать, даже не знаю, завиток такой вот. Это, друзья, нашей жизни. То есть сейчас они, видите, они у нас на минимуме. То есть жизни, они зависят от того, сколько цвета в ваших сердцах. То есть сейчас у нас тут 50 вроде бы, а тут 38, блин, очень мелко. То есть всего 88 жизней. Чем больше сердец, тем больше цвета мы сможем ложить в эти сердца, тем больше жизней у нас будет. Ну, потом посмотрите. И есть также еще одна очень важная панель. Это, друзья, наши характеристики. Характеристики нашего персонажа. Сейчас они, ну, фактически все на нуле. Как они, друзья, у нас повышаются? Каждый цвет, он обладает собственной характеристикой. Например, серебро дает нам удачу. Пурпур дает нам ярость. Ну, давайте поподробнее говорим. Удача, на что она влияет? На появление цвета в промежутке. Чем больше у вас вы носите с собой удачи, тем больше цвета будет рождаться в промежутке. Ярость — это у нас, конечно же, на мощность наших боевых знаков. Метаболизм. Метаболизм — это янтарь, и он нужен для того, чтобы вот эти ростки, которые мы видели, они прорастали гораздо быстрее в нашем теле. А скорость, она, ну, это понятно, конечно же, на скорость нашего персонажа. Это у нас лазурь влияет. Доверие — это золото. Доверие нужно для того, чтобы тратить меньше цвета на сестер. Мы потом в будущем это посмотрим. Защита — это у нас изумруд. Это понятно у нас. Вдохновение — это у нас, как же его звали-то? Сирень, по-моему, да, цвет сирень. И с помощью него вы тратите меньше цвета для того, чтобы прорастить дерево. На это мы тоже, друзья, посмотрим, думаю, в следующей серии уже. Как, друзья, мы повышаем эти характеристики? Видите, если я сейчас уберу изумруд обратно в наши колбы, то наша защита будет равна 0%. Берем изумруд, заполняем сердце, 40 из 100, и защита у нас 13%. Получается, то есть тут своя система подсчета, но вот таким образом можно смотреть, насколько вы повысили свою защиту.
То есть постоянно перекачивая цвет отсюда сюда, вы можете контролировать свои характеристики, на что мы в будущем и посмотрим. В принципе, здесь на этом все, друзья. То есть система довольно-таки простая, и понятнее вам будет намного дальше, когда мы на это посмотрим. А теперь, друзья, давайте воспользуемся советом и соберем весь цвет, который есть сейчас у нас в покоях сестры. Так, давайте посмотрим. Тут часто он, кстати, появляется на вот этих завитках, но вроде бы дальше там ничего нету. Ну и вообще полюбуемся, друзья, миром, потому что локации, они, конечно же, выполнены шикарно, они очень красивые. И вот так вот потихоньку, конечно, с контроллером передать плавноту движений было бы гораздо проще. Вообще, друзья, игра, она довольно плохо оптимизирована, и постоянные будут поддергивания. Ну, тут ничего не поделаешь, как бы такова игра, можно сказать. Пока что пособираем немножечко нашего цвета, янтаря в основном. Там еще на заднем фоне говорит, друзья, цвет, но его настолько плохо слышно, что надо очень громко включать звук, поэтому он говорит такими небольшими отрывками, небольшими фразами, там, вроде «спаси меня», либо еще что-то в этом роде, поэтому трудно расслышать. Так, соберем последние цвета. Как у нас, друзья, серии будут проходить, иной раз вам будет казаться, что мы вообще ничего фактически за серию не сделали важного. Возможно, я как-то обрезать буду, потому что игра, она довольно-таки долгая, и она довольно-таки медитативная. То есть прохождение, знаете, Тургора не совсем подходящее для прохождения, то есть для такой формы прохождения. Ну, посмотрите, в общем. Так, вроде бы мы весь собрали цвет. Давайте посмотрим, кто у нас здесь живет. То есть сразу же вы можете оценить вот всю архитектуру, то есть вот эту артхаусную, вот эти вот сооружения непонятные. И здесь, друзья, вот так вот у нас живет сестра наша, которая как раз таки мы с ней говорили. Ну, пока что мы с ней говорить не будем. Уже наговорились достаточно. Мы выходим, друзья, из этих покоев. И смотрим, что у нас будет дальше в этом мире. То есть можете посмотреть на вот это интересное сооружение. Типа лестницы, такого моста. Мост. О, я еще цвет нашел. Так, соберем по 10. Вот такое вот интересное сооружение. Чтобы выйти, друзья, из покоев, нужно, ну, куда-нибудь уйти за его пределы. То есть здесь можно, в принципе, и в воду уйти. Первая часть, друзья, это голод. Все вокруг нас с тобой мертвое или полумертвое. Кто дышит и движется, существует, но не живет. И существование это тоскливо и кратко. Все полумертвое превращается в мертвое, если не питаться цветом. Но цвет встречается редко и не дается в руки. Он не любит, когда его держат внутри. Сколько цвета не поглоти, его не хватит надолго. И вот жизнь уходит из полумертвых стремительно, как вода из пробитой бутыли. И все, что не чувствует цвет, за считанные часы превращается в мертвое. Жизнь есть только там, где цвет нашел свое настоящее место, но цвет капризен, и подчинить его невозможно. Такое не под силу ни полумертвым, ни мертвым. Видишь этот узел покоев? Мы называем его промежутком. Видишь, каждый покой связан с несколькими другими. Это потому, что покой не место, а состояние души. Но об этом потом. Нити, соединяющие покои, не дороги. Они всего лишь обозначают связь. Из состояния в состояние ты можешь смещаться только постепенно, иначе можно сойти с ума. Сейчас ты здесь, мой милый. Пока ты пребываешь в покое, туда никто не войдет, потому что это твое видение, и ты хозяин ему. Не навсегда, а только на время. Если ты зачерпнешь своего цвета и прочертишь дорогу по одной из нитей, сможешь проникнуть в запредельный покой. Чем больше цвета ты истратишь на дорогу, тем скорее доберешься до цели. Видишь покои, дальше которых ты пока не можешь пробраться? Это и есть ключи. Там прикованы старшие сестры Ута и Ава. Самое главное, обрати внимание на время. Его колеса неумолимы. Когда ты в покое, время замирает, но здесь оно идет, и твой цвет превращается в драгоценную нерву, а потом испаряется. Время отсчитывает равномерные обороты,
цикл за циклом. Оборот или цикл истекает за 100 ударов сердца. Это обратный отсчет. С каждым оборотом в промежутке рождаются новые капли цвета. С каждым разом все меньше и меньше. И всегда непредсказуемо. Я чувствую, что у тебя совсем мало времени. Мне кажется, пройдет не больше 30 циклов, и цвет уйдет навсегда. Поэтому спеши и будь осторожен, а я буду молиться за тебя. И вновь, друзья, сестра нам довольно-таки все сложно объяснила, все правильно, но довольно сложно для начинающего игрока, поэтому давайте я подробнее вам все объясню. Давайте вообще посмотрим вначале на мир, где происходит действие игры. А как вам, друзья, объяснить получше, что это вообще за место? Вообще, он называется промежутком, то есть это такое место между раем и адом. В нашей интерпретации можно назвать это чистилищем. Только здесь у нас раем называется верхний предел, который находится где-то в той стороне, а нижний предел он называется кошмаром, то есть адом в нашем понимании, друзья. Но на самом деле это представление неправильное в игре, и в будущем вы убедитесь, я вам докажу свою точку зрения о том, что этот мир это не совсем чистилище в нашем представлении, и не совсем промежуток такой между раем и адом. То есть такое место, тут очень много, друзья, мы поговорим на эту тему, о том, что же это за место и чем оно является. Давайте посмотрим. Сейчас, друзья, время не идет, потому что я зажал Ctrl, и видите, я вызвал палитру, то есть я могу ее отменить и обратно вызвать. Я ее специально зажал, чтобы сейчас время не шло. Время идет, друзья, только здесь у нас. То есть, когда мы находимся в покоях, когда мы внутри были, время не шло. Оно идет только здесь. Сейчас у нас находится первая глава под названием «Голод», цикл 98. В игре у нас, друзья, всего находится 7 глав. Сейчас у нас первая глава, всего в игре 7 глав. А в каждой главе у нас по 5 циклов находится, то есть всего циклов у нас 35. Я неправильно тут сказал, 98-й. То есть первый цикл, здесь написано «Голод», первый цикл. Всего циклов 35. 7,5, 35, понятно, да? И каждый цикл, он длится 100 ударов сердца. Ну, это примерно, друзья, это такое образное выражение, то есть 100 ударов сердца, ну, примерно сколько-то секунд длится. Вот мы можем здесь смотреть, сколько секунд он длится. Здесь самое главное, вот это, друзья, переключатель, его можно посмотреть, он ускоряет время. То есть, чтобы иной раз чего-то не ждать, чтобы какой-то цвет вырастить, либо еще что-то, можно просто увеличить скорость игры здесь. И, в принципе, о таком все важном все. А что самое главное, друзья? Сейчас мы посмотрим на наше тело. Как раз таки здесь начинают прорастать вот эти наши ростки сердца. В сердце становится меньше, да, цвета, оно прорастает вот в эти ростки. Только здесь, в покоях, когда мы находились внутри, они не прорастают, там время не идет, только здесь. И как раз таки здесь мы можем его проращивать и впоследствии потом собирать весь вот этот вот цвет. Так, сейчас у нас очень мало изумруда, я даже добавлю немножечко, нам понадобится он в будущем. И что еще можно заметить, друзья, то, что ростки также они влияют на наши характеристики. Чем больше ростков проросло, тем больше у нас повышается защита. То есть защита идет не только из того, что находится в сердце, сколько цвета, но еще и из того, сколько проросло. Формулу не знаю, друзья, как подсчитывается, но вы всегда можете посмотреть. Это, в принципе, не особо важно. Примерно сколько-то цвета заливаете, сколько нужно, и получаете вот такую-то там характеристику такого количества. Пока что ростков мало проросло, поэтому мы, конечно же, пока что собирать не будем. Хотя я бы сейчас даже, наверное... ну ладно, оставил бы пока. Ну ладно. Давайте посмотрим, друзья, куда мы, в принципе, можем отправиться сейчас. Вот эти вот, друзья, соцветия, так называемые... Каждый из них представляет покой сестры. То есть вот здесь, здесь и так далее находятся у нас сестры, с которыми мы будем взаимодействовать в будущем. А вот эти вот, друзья, ростки, это дополнительные локации, которые мы каждый из них рассмотрим. Сейчас отправимся в первую, друзья, локацию. Чтобы пройти, нам нужно вот зачеркнуть немножечко цвета из нашей палитры и прочертить себе дорогу. И входим, друзья. То есть это такая, друзья, небольшая карта, в которой вам нужно просто чертить еще, куда вы хотите отправиться. Ничего сложного, я думаю. Этот покой похож на рудник. Тут цвет прячется в скальной породе. Добывать цветные жилы довольно трудно. Для этого нужны знаки.
Попробуй поговорить с теми сестрами, что прикованы Заутой и Авой. Кто-то из них может знать. Зато вот эти капельки, легкие, можно брать как обычно. Они живые и играют с тобой. Становятся то больше, то меньше. Надо будет потом немножечко звук подкорректировать, друзья, громкость, потому что не знаю сегодня, только экспериментируем. Итак, она рассказала, друзья, нам про капельки и про жилы. На самом деле она опять рассказала про того, чего сейчас нету, вы здесь не увидите сейчас ни капелек, ни жил, о которых она рассказала, друзья. Эта локация называется Рудник. Здесь можно будет из скальной породы добывать свет, но сейчас этого цвета здесь нету. Поэтому я не знаю, зачем она сказала эту фразу сейчас, ну ладно, так и быть. Самое главное, друзья, зачем мы сюда идем? Впервые это, друзья, вон там вот наверху что-то сияет. Вам уже в обучении говорилось, что вот так вот, друзья, выглядят у нас наверху сердца. Сердца, друзья, они разбросаны по всем покоям. Некоторые из них дают вам сестры, некоторые они разбросаны по покоям. Каждое сердце, оно дает нам какой-нибудь знак. Пока что вы не видели знаков, это плохо, ну ладно. Здесь можно увидеть то, что вот это сердце дало нам знак донора, вот это сердце дало нам знак медиума, то есть общение и отдача цвета. Мы по-моему, в следующей серии уже рассмотрим их подробнее. Когда вы находите вот такие сердца по промежутку, то они рандомные. Те, которые дают сестры, они фиксированные, а вот эти рандомные. И они дают каждый раз разный знак, и они разным количеством, допустим, вместимостью разные отличаются. И на самом деле, вот сейчас многие сохраняются в начале, но мы, конечно, этого не будем делать, то есть сохраняются, выпало что-то ненужное, перезагружается. Мы так не будем делать, это нечестно и вообще не надо. Зачем так делать? Каждая игра разная, потому что рандомные сердца выпадают. И я молюсь, на самом деле, чтобы мне выпала скорлупа. Очень сильно молюсь на это. Скорлупа. Да ладно! Знак заряжает светом воздух, Офигеть! создавая оболочку вокруг рисующего. Пока этот щит держится, рисовать невозможно, поскольку воздух слишком плотно обволакивает рисующего. Офигеть. Чем больше цвета вложено в знак, тем дольше держится щит. Вот это, друзья, повезло. Это значит, прохождение действительно удастся нам. Да, я очень хотел, друзья, получить скорлупу. Это щит у нас, который позволяет нам блокировать атаки. Он очень мне часто помогает в битвах. И вообще вещь незаменимая. Для меня лично. То есть для каждого разные сердца, но для этого вообще выпало, конечно, очень классно. Итак, да, мы получили, друзья, новое сердце. Вот оно, вместимость у него 50. Опять же, плохо видно. Сюда мы можем заливать новый цвет. То есть цвета, друзья, они все вместе прорастают, испаряются. То есть если мы зальем сейчас метаболизма янтаря, то у нас все три сердца, они будут одновременно, друзья, прорастать. То есть не по очереди, а одновременно они вот так вот прорастают, ростки. Как я говорил, друзья, метаболизм, он влияет на то, как быстро вот эти ростки прорастают у нас, когда мы находимся в промежутке. Это очень полезная способность, но нужно, опять же, очень грамотно ее использовать. То есть, если вы будете слишком много янтаря ложить в ваши сердца, то у вас слишком будет быстро прорастать цвет. А если у вас, друзья, нету цвета в сердцах, а вы находитесь на глобальной карте, то вы умрете. То есть, у вас всегда должен быть цвет в сердце, когда вы находитесь на глобальной карте. Иначе это смерть. А пока что давайте пройдемся дальше по покоям. У нас времени остается очень мало, друзья, но надеюсь, сегодня мы чуть побольше сделаем, да пройдем вот этот покой вот. Конечно, мы постоянно будем возвращаться сюда и так далее, то есть вы все сможете так хорошо рассмотреть. Сегодня у нас больше обучающая серия, и соберем весь цвет, который здесь находится. В игре, друзья, очень много различных пасхалок на различные игры. Здесь же можно услышать, в основном многие пасхалки связаны с тем, что вы можете услышать. Ух ты, как много зелени-то у нас, изумруда-то. Надо бы все собрать. Вы можете услышать, как кто-то читает какие-то стихи, еще что-то в этом роде. То есть всего очень много интересного. Но я покажу вам сегодня одну пасхалку, которую, блин, цвет выпал. Стойте, которую, я думаю, вы оцените. Давайте зальем весь изумруд сюда. На самом деле я рассчитывал, что янтаря больше будет. Ну ладно. Видите, когда у вас заполнился ваша колба с цветом, то цвет просто бросается на землю. И нужно его поднимать. Кстати, такая же фишка была, помните, в Морутопии, да, все, что не влезало у нас в инвентарь, то бросалось на землю. В игре нет урона, если вы падаете с любых высот. То есть вы можете спокойно падать, не беспокойтесь, вы не разобьетесь.
Точнее, даже в игре, я бы сказал, нужно падать, потому что это очень сильно сокращает нам путь. Так, давайте я еще где-то цвет тут видел. И покажу вам одну пасхалку, которую часто, ну, все знают, я думаю. Где она находится, все играющие знают. Это самая известная пасхалка на всеми любимую игру. Так, единственное, что мне бы прицелиться правильно и упасть. Так, хоп, очень темно, но не беспокойтесь. И мы попадаем в одну очень знакомую, друзья, локацию. Пока что не узнали, друзья, но если мы подойдем поближе, то что мы увидим? Друзья, это та самая песочница, в которой дети играли в Морутопию. Это та самая локация из игры. То есть это пасхалка на Морутопию. Могу сказать то, что за нахождение пасхалок в игре даются баллы. Просто так. То есть в конце будет у нас полный счет, который представляет в себе очки. И за нахождение пасхалок вы получаете по 1 очку. Просто так. То есть это ни на что не влияет. Но ради интереса можно заглянуть. То есть здесь камни, которые как бы которых обволок, что ли, так можно сказать, свет. Это у нас перекати поле. Куча краски различной, особенно красной краски. То есть лопата, которой копали могилу. В общем, все именно из Морутопии взято. Вот такая вот, друзья, пасхалка разработчиков на ихнюю первую игру. Бутылки какие-то. В общем, можно долго порассуждать, но сегодня, друзья, мы, в принципе, на этом закончим серию. Сейчас мы выйдем в промежуток. Я думаю, на сегодня вам хватит информации, которую я вам предоставил. Небольшая серия получилась. Давайте выйдем. Так, вот мы вышли. И остановимся сегодня здесь. Потому что сохраняться, друзья, можно только, да, забыл вам сказать, можно только здесь. Когда вы находитесь на глобальной карте. Вот и все. Ладно, друзья. Начинаем прохождение нашего Тургора. Завтра мы более подробно начинаем взаимодействовать с сестрами. Я вам покажу, как знаки рисовать, как с помощью них взаимодействовать с миром и так далее. А на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся тогда в следующей серии. Всем пока.